Здравствуйте, меня зовут Валентин, и вы на канале «Едем жить в Узбекистан». Сегодня мы с вами рассмотрим 10 очевидных плюсов, 4 неочевидных плюса к ним и 10 очевидных минусов жизни в Узбекистане. Возможно, эти плюсы и минусы дадут вам какое-то понимание о жизни здесь, и вы сможете сделать выбор, стоит сюда переезжать жить или все-таки для вас это не подходит. И первый плюс – это схожее с Россией законодательство. Вся нормативно-правовая база строится здесь еще на базе СССР. И законы не сильно отличаются от российских. Поэтому, попадая в Узбекистан, ты очень легко понимаешь все эти законы, как что устроено, какие тебе нужны справки, документы. Очень легко и просто в этом плане интегрироваться. Второй очевидный плюс сразу же бросается в глаза – это погода и климат. Конечно, если сравнивать с южными регионами России, такими как Краснодарский край или Черноморское побережье, разница будет незначительна. Но для жителей Санкт-Петербурга, Москвы или тем более северных регионов разница будет колоссальна. Здесь 250 дней солнечных в году, а остальные дни – это облачность, что, кстати, сильно радует, потому что солнце тоже много надоедает. И где-то 2 недели – это дождливая погода, это осенний период. Зимой температура подходит ближе к нулю. Есть пустыни, равнины, горы, пейзаж здесь крайне разнообразный. Третий плюс – это сами люди. Они более открыты, приветливы, всегда тебе помогут, никуда не спешат. Здесь нет той самой безликой серой массы, к которой мы привыкли в России. Мне узбеки напоминают таких больших добрых детей. Вообще этот плюс я бы отметил как самый основной, так как погоду в стране делают сами люди. И вообще я заметил, что за время проживания здесь я стал более спокойный, стал больше улыбаться и перестал куда-то постоянно спешить. Четвертый плюс – это качественные продукты. Молочная продукция, мясо. Особенно это овощи и фрукты. То, что выращивается и производится здесь. Очень много фруктов растет прямо во дворах. В каждом старом дворе, как правило, сажаются плодово-ягодные деревья. И местные за ними ухаживают. Это обычно какой-то старенький дедушка или бабушка. Никто их не собирает, потому что в магазинах они стоят не так дорого, поэтому нет смысла собирать. Можно, конечно, подойти, набрать там таз винограда, но за это могут сделать замечания, это очень некрасиво, потому что принято, когда эти фрукты вырастают, то их раздают детям. Еще один плюс – здесь нету пьяных, и вы крайне редко их можете встретить на улице, практически невозможно. Дело в том, что если пьяный человек, очевидно пьяный, буйный, попадется полиция, то его отправят на 15 суток на общественные работы. Здесь такой закон. В этом плане здесь очень жестко. Конечно, иностранцам есть послабления, гостей здесь встречают гостеприимно и дают им отдыхать, как они хотят. Но с местными обходится жестче. Вообще здесь очень редко пьют, и это такой менталитет. Даже, я бы сказал, это больше относится все-таки к религии людей. Здесь не принято пить. Еще один большой плюс – это наличие большого количества лекарственных трав. Если кто-то этим увлекается, то он может найти для себя очень много здесь БАДов, витаминов, добавок, сделанных на основе этих трав. Одно только масло черного тмина чего стоит. Следующий плюс – это очень зеленые города Узбекистана. В одном только Ташкенте более десятка парков, большинство из которых бесплатные для посещения. Девятый плюс – гостеприимство. Неравнодушные люди всегда готовы помочь. Любой узбек будет рад принять у себя дома гостей. Такое приглашение всегда будет сопровождаться щедрыми угощениями и напитками. Местные жители подают к столу много блюд, выставляя в качестве угощения буквально все, что есть в наличии. То, что часто у иностранцев считается расточительством, в действительности является знаком уважения к дорогому гостю. И не имеет значения, сумеете ли вы съесть все, что подается на стол. Главное, чтобы ваши тарелки были всегда наполнены, и вы не должны чувствовать неудобства из-за возможной нехватки еды. 10 плюс – низкий уровень преступности. На улице лежит очень много ценных вещей, которые в России пролежали бы не больше часа. Сильный уровень доверия к друг другу и бережные честные отношения. Но тем не менее, мелкие воришки есть и что-то могут упереть цыгане. Уровень преступности и воровства сильно ниже, чем в бывших советских республиках, но все равно не дотягивает до той же самой Германии или Швейцарии. Нас с этой локации из Ташкент-Сити гоняют охранники, потому что здесь нельзя снимать со штатива. Поставьте нам, пожалуйста, лайки, поддержите наш канал, и нам станет немножко легче. Теперь по дополнительным плюсам, которые как маленькие детальки пазла составляют целую одну красивую картину. Отсутствие большой транспортной загрузки городов и небольшой размер городов, отсутствие пробок в их понимании. Следующий плюс – выгодный курс обмена долларов. Разница 25 сум на доллар. То есть при обмене 100 долларов
это 14 рублей. Следующий плюс. Местные не ругаются матом. Да, в них есть матные слова. Но, как мы говорили ранее, народ крайне дружелюбный, приветливый и мало ругается. В то время как в России многие на мате просто разговаривают. Поэтому, идя по улице, ты ощущаешь какое-то чувство чистоты окружающей речи. Также к внутренним плюсам можно отнести наличие махалли, которое очень сильно помогает нуждающемуся населению. Малоимущим доплачиваются средства, нуждающимся выдаются временные квартиры до 3 месяцев и другая помощь от махалли. Человек здесь никогда не останется наедине с проблемой и бедой. Еще один плюс. В сравнении с городами других стран в Узбекистане гораздо чище воздух. За счет того, что 95% автомобилей ездят на газу. Газ сгорает практически без остатка и меньше выхлопов. И это действительно заметно. Теперь к плюсам, которые одновременно являются минусами. Плюс и он же минус в том, что практически нет эвакуации машин. Плюс в том, что твою машину не эвакуируют, но минус в том, что очень многие паркуются на тротуарах. И где попало вообще, часто затрудняя пешие прогулки. Страна на уровне 2000-2004 годов. Ларьки, продажи у метро и везде ходит курит. Кому-то это служит плюсом, особенно тем, кому за 50, и люди к этому привыкли. Но когда попадаешь в такую среду, привычную для россиян, то это сильно бросается в глаза как минус. Теперь поговорим о минусах. Они есть так же, как и в любой другой стране. Не может быть такого, чтобы были одни лишь плюсы. Для кого-то эти минусы могут быть крайне принципиальны, поэтому будем внимательны. И начнем мы с самого большого минуса. Местные говорят, что самый большой минус в Узбекистане – это сами узбеки. И да, проживя здесь 4 месяца, начинаю это замечать. У них есть большая неорганизованность, непонимание качества сервиса, частое непонимание того, что они могут доставлять дискомфорт окружающим. Как это проявляется, например, в метро? Народ стоит прямо перед дверью и мешается выходящим. Молодежь может шумно вести себя на улице, но если сделать им замечание, они, как правило, слушаются. Могут беспокоить о выходные дни. И из этого непонимания доставления дискомфорта окружающих вырастает большой, огромный минус. Ездят как ишаки на красный свет, подрезая всех и вся, нарушая правила. Зачастую поворотниками при перестроении не пользуются. Объясняют это тем, что это же поворотники, они нужны для поворота, не для перестроения. Так как большинство светофоров без секунд, то можно оказаться посреди пешеходного перехода с загоревшимся красным светом, и все начинают ехать. Давайте о транспортной теме подробно в отдельном видео. Это очень глубокая, интересная тема. Минус, который замечаешь не сразу, но он постепенно начинает доставлять неудобства. Здесь никто не пользуется адресами. Есть улицы и номера домов. С этим проблем нет. Есть, как в Беларуси, квартальная нумерация системы домов. Но никто этой готовой системой не пользуется. Все объясняют местоположение при помощи ориентиров. Даже в рекламе какого-то заведения, скорее всего, не будет его адреса. Будет указан район и 3 ориентира, и расстояние до этих ориентиров. Кажется, что нужно взять карту, циркуль, отмерить расстояние от этих ориентиров и на пересечении 3 окружностей найти искомый объект. Все приходится искать на карте в Яндексе практически этим методом. При этом Яндекс слабо ориентирован по адресам. Такси может уехать не туда, приходится пользоваться картой. Если же сказать курьеру точный адрес, то он тупит. И через боль и не могу еле-еле к тебе приедет. Также мало информации в интернете о различных заведениях и сервисах. Чего-то вообще нет, а время работы в Яндексе будет указано неверно. В этом порядка пока нет. В Ташкенте придумана система увлажнения и освежения воздуха при помощи ареков. Это бетонные лотки вдоль дорог. Иногда вода в них застаивается и может вонять. К тому же этими канавами местные иногда пользуются вместо урн и кидают туда мелкий мусор. Явный минус – это наличие цыган. Здесь их называют люли. Вот они пьют все, что к полу не прибито, попрошайничают и так далее. Но попадаются крайне редко. Но тем не менее, они все-таки есть. Естественно, их здесь никто не любит. Еще один минус заключается в том, что везде курят. Хотя курение в общественных местах запрещено. Для этого, конечно, оборудованы специальные места. Но бывает такое, что идешь по улице, и люди все равно курят, причиняя неудобства окружающим. Это как результат, опять-таки, невнимательного отношения к другим. По сравнению с Европой или Россией, попадая обратно в нулевые, этот минус становится сильно заметен. Следующий минус – слабая информационная транспортная навигация, что в метро, что просто на улицах. Какие автобусы куда едут, ни карт, ни табличек. Также к минусам можно отнести тот факт, что здесь запрещено пользоваться дронами.
массой более 250 грамм или имеющие камеру для видеосъемки. Если поймают за это, то посадить могут на 3 года. И такие случаи уже были. Странный запрет, и в современное время это все-таки минус. Подведем итог. Многие проблемы, конечно, легко решаемы, так как это все-таки Азия. Всегда и везде найдутся люди, которые вам помогут. Такое воспитание и такой менталитет людей в Узбекистане. Ты никогда не останешься наедине со своей проблемой. Минус транспортной информативности. Тебе всегда подскажут, как куда пройти, куда как проехать, а иногда даже проводят прямо до места. Минус того, что кто-то шумит или курит. Делаешь человеку замечание, и он спокойно отойдет подальше, перестанет шуметь или будет курить как-то в другую сторону. Так что не все так печально. И напоследок один интересный факт про Узбекистан. Здесь нет обязательной воинской обязанности. Здесь профессиональная армия, работа в которой хорошо оплачивается и соблюдаются все условия. Если парень подходит по состоянию здоровья и ряду параметров, то он может встать в очередь и, возможно, его наймут на контракт. Но не факт, так как желающих работать в армии очень много. И пока я работал над этим видео, всплыл еще один существенный минус. Поэтому этот фрагмент я записываю дома. Дело в том, что сейчас немножко грустно, я не получил свой сотовый телефон, который заказал на Алиэкспрессе за $280. Объясняю почему. Государство в 2018 году ввело пошлину на ввозимые товары с Алиэкспресса и Амазона для того, чтобы поднимать экономику Узбекистана. И теперь, когда ты приходишь получать на почту свой товар, они смотрят по накладной, сколько он стоит, и просят оплатить тебе пошлину. Соответственно, за $280 пошлина составляла $75. Я решил не платить эту пошлину принципиально и развернул доставку. А при этом еще почтальон вскрывает упаковочный пакет и смотрит, что конкретно к тебе пришло. Но это тоже выглядит как-то не очень эстетично, как это сказать. Как будто вторгается в твою личную жизнь. Мало ли, что ты себе заказал. Еще нужно отметить, что почта находится в отдельном здании, охраняется полицией. Там проходишь ее, как будто границу пересекаешь. Вооруженные полицейские на каждом этаже по полицейскому все смотрят, чтобы там был порядок. Это мы озвучили проблему. Но я веду этот канал для того, чтобы предостеречь вас на своем опыте от таких же проблем и лишних действий. Поэтому давайте рассмотрим пути решения этой проблемы. Я вижу здесь сразу один адекватный вариант обхода этой проблемы. Можно заказывать товары с доставкой на кого-нибудь в Россию, на ваших родственников, и потом перевозить уже сюда. Есть транспортные компании, ну как компании, они работают неофициально. Это ребята, которые перевозят товары между Россией и Украиной. И фишка в том, что пошлину за товар при пересечении границы платят они. Но поскольку они возят фурами, то они платят не по стоимости товара, а за массу груза. И выходит у них $1 за 1 килограмм. Это очень дешево. И эта стоимость включена в стоимость перевозки. Но конкретно кого-то я рекламировать не буду. Вы спокойно найдете эти организации в Telegram. И последний 10-й минус – это растаможка вашего автомобиля. Сколько будет стоить растаможить конкретно ваш автомобиль, вы сможете посмотреть вот на этом сайте. Если вам лень смотреть, то я вам скажу, что примерно где-то от 60 до 90% от стоимости вашего авто. А если автомобиль не растаможить, то находиться он сможет здесь всего лишь 3 месяца. И каких-то вариантов обхода этого нет. Но есть один интересный способ, о котором я расскажу вам в видео про транспортную тематику, которое выйдет на моем канале позже. Сегодня часть локации у нас была в Ташкент-Сити. Это центральный парк. Здесь очень много новостроек. Хочу вам показать вот это здание Nest One. Это самое высокое здание в Узбекистане, которое находится вот там за отелем Hilton. Погода сегодня хорошая, наконец похолодало. Мне кажется, где-то плюс 28, никак не больше, потому что до этого было достаточно жарко. Идем со съемок. Давайте вас познакомлю с нашим оператором Ириной. Продюсером, монтажером и еще да. Там на игре дудец. И большая благодарность, потому что большую часть работы вытягивает она. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы мы могли вас радовать дальше видео. Да? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, чтобы... Длинно очень, давай разобьем. Ребята, Валя очень устал, он уже запинается, поэтому я скажу за него. Подписывайтесь на наш канал, ставьте обязательно лайки, для того, чтобы мы могли и дальше радовать вас полезными видео об Узбекистане из Узбекистана.
И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать эти самые новые видео. Всем пока. Все, пока. Всем до встречи.